Итак, вчера в Белом доме состоялась большая встреча президента Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом. Давайте коротко подведем итоги не только этой встречи, но и всей переговорной недели. Только перед тем, как начнем. Если у вас плохо грузится YouTube и не звонит WhatsApp, в описании наша инструкция по обходу блокировок, которую мы постоянно актуализируем. Спонсор этой инструкции – MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, которые позволяют тратить криптовалюту как обычные деньги. Ссылка в описании. Был слух, который, к большому нашему изумлению, пока никуда не исчез, про подготовку трехсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным. Публику с поразительной настойчивостью пытаются убедить, что встреча это не просто когда-нибудь и как-нибудь может быть случится, а что она состоится прямо на этой неделе, да еще и в Европе. И к встрече этой европейские дипломаты, мол, должны подготовиться, к чему их призывает американская администрация. Похоже, Трамп действительно верит, что такая встреча может произойти. В ином случае не вполне понятно, зачем прилагаются настолько большие усилия к тому, чтобы все думали, будто встреча быть. После вчерашнего мероприятия об этой встрече, как о предстоящем факте, стали говорить и президент Макрон, и канцлер Мерц, обсуждая возможные места ее проведения. Многочисленные инсайды сообщают, что она пройдет то ли в Будапеште, то ли в Риме, то ли в Женеве. Насколько мы верим в перспективу такой встречи? Честно говоря, пока не особо. Хотя бы потому, что тут все звучит неправдоподобно. Путин, который прямо на этой неделе поедет встречаться с Зеленским, и не абы куда, а в Европу. Мы не в первый раз наблюдаем, как администрация эта пытается продать какую-то свою версию реальности, которую больше никто не подтверждает. Наблюдаем мы такое с февраля. Американский президент каждый раз, как в последний, выдавал желаемое за действительное. И всякий раз оказывается, что персонажи, которых Дональд Трамп описывал, как готовых встретиться, поговорить, все на свете подписать, существовали в таком качестве только в его воображении, равно как и их стремление следовать его воле. Но обычно такого рода идеи были одноразовыми. Трамп говорил: «Я жду результата через 2 недели», а за эти 2 недели успевало случиться столько всего, что никто уже не вспоминал о сказанном. И сколько их было, этих 2 недель? Тем более раньше это были заявления в воздух. Тут же они идут по официальным каналам и описывают не только сроки, но и конкретный формат и даже место встречи. В этот раз в эту стратегию втянулись даже европейцы. Возможно, в этот раз Трамп действительно верит, что у него получится развить такую публичную активность, при которой все участники, включая Путина, не смогут не встретиться. Что их получится, свести хотя бы, а дальше дело в шляпе. Будут сидеть, пока не договорятся. То, что мы видим сейчас, напоминает принцип «fake it till you make it», то есть делай вид, что у тебя все под контролем, и ври до последнего, пока не преуспеешь. План вполне вероятно в том, чтобы рассказать обоим сторонам разные истории. Убедить Путина, что Украина готова капитулировать без оговорок, отдать ему все вплоть до Львова, убедить Зеленского, что Путин готов на очень широкий компромисс, пообещать Зеленскому гарантии безопасности. Короче, наговорить всем разного и наобещать, что они выйдут со встречи царицами морскими, а когда уже соберутся, то никуда не денутся. Несмотря на видимую абсурдность самой задачи загнать 2 президентов в один кабинет и не выпускать, пока не договорятся, история человечества примеры таких успешных финтов знает. И в этом смысле у Трампа ориентир не особо далекий. Ровно так же в 1979 году поступил американский президент Джимми Картер. Просто запер президента Египта Анвара Садата и премьер-министра Израиля Менахема Бегина в одном пространстве, пока те не заключили мир. Стоит также отметить, заявления Трампа укладываются в логику того мерзопакостного разводняка, к которому свелись российско-американские отношения сейчас. Мы сейчас уже почти не сомневаемся. Путин выманил Трампа навстречу неадекватными ожиданиями готовности Путина пойти на все условия. И в итоге выставил Трампа в неудачном свете. Было бы логично отплатить ему той же монетой. Это объясняет, почему Трамп не съезжает с темы. Ведь в такой игре нужно идти до последнего. С другой стороны, чтобы возник шанс на успех такой разводки, нужно предполагать, будто Путину в принципе нужен мир. На то, что схематоз в целом, похоже, не выгорел, что не удалось развести Путина на трехстороннюю встречу, намекает простой факт. По итогам переговоров Трамп, сидя в окружении европейских лидеров, сказал: перспективы достижения мира станут известны через 1-2 недели. Это совершенно обычная, но довольно пугающая в устах Трампа формулировка.
Ведь если это снова те самые неделя-две, про которые мы неоднократно уже от него слышали, получается, что вся минувшая неделя была лишь очень большой, громкой и дорогостоящей, но совершенно бессмысленной нервотрепкой. Получается, что в отличие от Трампа, Путин преуспел. Он в очередной раз заставил весь мир стоять на ушах, пока с удовольствием развлекался и перечитывал заголовки мировых СМИ, пытающихся угадать, что он там себе надумал. В отличие от предыдущих раундов, которые удавалось свести хотя бы к символическим уступкам, вроде трехдневного перемирия или обмена пленными, тут похоже, что даже этого мы не дождемся. Но про саму встречу что хорошего можно сказать? Вообще-то сразу несколько хороших вещей. Поговорим о них после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Иммиграция в США – тема, в которой можно запросто потеряться. Формы, сроки, переводы, разные мнения от знакомых-знакомых – все это чаще мешает, чем помогает. На самом же деле успешный переезд начинается прежде всего с понятного плана. Именно его помогает сформировать M&M Document. Это команда, которая помогает получить грин-карту, то есть постоянный вид на жительство в США через визу талантов. С правом жить, работать и получить паспорт через 5 лет. M&M специализируется на иммиграционных программах EB-1 и EB-2 NIW. Для получения одобрения по ним вам не понадобится работодатель, не требуется сверхдостижений вроде Оскара или Нобелевки. Это программы для тех, у кого есть профессиональный опыт и реальные достижения в своей сфере. Вы можете быть как IT-специалистом, так и врачом, ученым, руководителем, архитектором, спортсменом или просто профессионалом своего дела. Список подходящих специальностей и критериев гораздо шире, чем многие думают. Весь процесс от оценки шансов и выстраивания стратегии до подачи петиции и получения грин-карты команда берет на себя. M&M не действует по набору шаблонов, а точечно работает с каждым кейсом. Офис компании находится в Нью-Йорке. Их специалисты хорошо понимают, как проходит процесс одобрения. У них был опыт работы со сложными кейсами и с другими иммиграционными программами. А 6 июля компании исполнилось 3 года. В честь дня рождения они сделали скидку в 20% на подготовку кейса по программам EB-1 и EB-2 NIW. Чтобы узнать, подходит ли ваш случай для этих программ, оставьте заявку по ссылке в описании. С вами свяжутся, подробно расскажут, как все устроено. Вы сможете записаться на консультацию с экспертами, которые дадут вам четкий план действий, рекомендации и, при необходимости, сопроводят при подготовке кейса и помогут получить грин-карту. Скидка в 20% действует только до 1 сентября. Успейте ее получить, ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Что хорошего можно сказать про встречу Трампа и Зеленского? Во-первых, встреча эта не закончилась скандалом. Уже хорошо. Это означает, что Путин не смог Трампа продавить, чтобы он бросился навязывать Украине неприемлемые и унизительные условия мира. Да, ничем хорошим встреча Путина и Трампа не закончилась. Но по нашим временам хорошо, что не закончилась ничем плохим. Во-вторых, в гости к Трампу приехали важные европейские лидеры. Канцлер Германии, премьер Италии, президент Франции. И, что с учетом обстоятельств в Балтийском регионе немаловажно, президент Финляндии. Эти политики находятся в непосредственно вовлеченном регионе и потому явно не заблуждаются насчет Путина. Они не поломали свои госаппараты и естественным образом пребывают в более близком контакте с действительностью, чем Дональд Трамп. Либо они прям сами лично, как Макрон, либо политические системы их, к которым они принадлежат, уже пытались с Путиным проделывать то, что сейчас пытается Трамп. Вели душеспасительные многочасовые беседы, пытались по бабкам договориться, на уступки идти, в глаза заглядывать. Пытались найти хоть какую-то рациональность в действиях Путина. Пытались убедить его, что завозить миллиарды евро приятнее, чем сотни тысяч гробов. Ни в чем из этого они не преуспели. Если кто и понимает, что имеет дело с иррациональным актором, для которого война самоцель, то это европейские лидеры. Неплохо, что вся эта компания собралась вместе. Про Дональда Трампа говорят разное, но никто особо не спорит с тем, что он внушаемый. Что его взгляд на мир во многом зависит от взглядов тех, с кем он недавно поговорил. В-третьих, мы не услышали лично от Трампа вчера всю ту ахинею, которую, согласно утечкам, ему пытался продать Путин. Не было в исполнении Трампа ни слова в духе «Украина должна покинуть территории Донецкой и Луганской областей в обмен на обещание Путина не воевать дальше и не нападать на другие страны Европы». Не было сказано ничего ни о признании Крыма, ни о запрете Украине вступать в НАТО,
ни о препятствовании деятельности РПЦ на территории Украины. Публично всю эту муть и правовую околесицу, все эти письменные обещания Путина никто не обсуждал, и слава богу. Обсуждали бы, вышел бы мутный саммит по присоединению к околесице. Это было бы совсем плохо. Но, видимо, даже Трампу ясно, на аудиторию такого лучше не говорить. В остальном перед нами довольно грустный финал очередного акта пьесы, которая идет с февраля и кажется бесконечной. Всех участников вчерашней встречи объединяет простое ощущение – им толком нечего сказать. Встреча происходит на высшем уровне. Там первые лица самых важных стран. Но она вновь заканчивается произнесением общих слов о стремлении к миру, о гарантиях безопасности, без конкретики, которой взяться неоткуда. Несколько обнадеживает, что встреча Трампа и Зеленского обстоятельная и продолжительная, в отличие от встречи Трампа с Путиным. Зеленский с Трампом пошли поговорить, вышли к прессе и мировым лидерам, затем Трамп позвонил Путину и снова пошел разговаривать с Зеленским. Это не позорище, которое мы наблюдали на Аляске, где от приземления до взлета путинского борта прошло менее 5 часов, где у встречи точно не могло быть никакого содержания. Здесь у президентов хотя бы есть время, в рамки которого можно какое-то реальное обсуждение вместить. Впрочем, мы уже знаем, из телефонного разговора с Путиным ничего не вышло. Путин, несмотря на всю уверенность Трампа насчет готовящейся трехсторонней встречи, вариант этот не принял. Он согласился только повысить статус переговорной группы между Россией и Украиной. Замените Мединского на какого-нибудь не Мединского. Ну, то есть, может быть, например, пришлет теперь Матвиенко. Таким образом, все схемы дальнейшего продвижения переговорного процесса, которые тут навыстраивали, похоже, отменяются. Насколько Трамп отдает себе в этом отчет? Ну, судя по тому, что он шепнул на ухо президенту Макрону, Трамп понимает, все выглядит очень скверно, но продолжает верить, будто Путин хочет сделку, чтобы ее заключить ради Трампа. С одной стороны, это весьма наивное заблуждение. С другой, Трамп таки добавил, насколько безумно бы это ни звучало. То есть он осознает, что звучит это безумно. Что мы вчера наблюдали? Судя по всему, неплохую и похвальную попытку перевернуть игру. Принудить Путина к разговору с помощью лихого схематоза, в результате которого Путин с Зеленским должны были оказаться в одной комнате, где им пришлось бы о чем-то договориться. Получилось ли что-то? Судя по всему, нет. Но если результатом этой встречи, многочасовых бесед Трампа с Зеленским и мировыми лидерами, станет хотя бы осознание Трампа, что торг с Путиным не работает, что он нарочно над ним издевается и выставляет идиотом, это все скорее хорошо. И для перспектив окончания войны, и для перспектив давления на кремлевскую администрацию. Дональд Трамп больше полугода пытается в отношениях с Путиным быть чем-то противоположным, чем был Байден. Он звонил, бегал, в глаза заглядывал, гостинцы сулил, на Аляску пригласил, позволял над собой издеваться и публично кидать. Теперь он пошел на беспрецедентный шаг, бросился своими руками организовывать трехстороннюю встречу. Всем наобещал, что она будет. Всех убеждал, что у него есть достаточное влияние на Путина, что Путин его уважает. Путин действительно, насколько мы знаем, не ограничивает себя в комплиментах и самой отборной лести Трампу. Но каждый раз, когда это возможно, он старается как можно публичнее и больнее продемонстрировать, что в грош того не ставит. Неплохо бы, чтобы такого рода события демонстрировали реальность не только Трампу, но и тем людям в России, которые работают на режим, однако ждут от Путина рациональности. Считают, что Путин просто ошибся в 22-м, а сейчас все по-взрослому порешает с Трампом, и все закончится. Неплохо бы до прихожан церкви свидетелей договорничка дошла бы вот эта реальность, в которой Путину договорничок не нужен, ему нужна война. Процесс договорничка – важный дополнительный интертеймент для войны, но не ее замена. Если еще вчера вечером о перспективах трехсторонней встречи говорила только американская администрация, то теперь европейцы тоже втянулись в этот процесс. И это один из результатов встречи. И канцлер Мерц, и президент Макрон присоединились к выбору места встречи, то ли Женева, то ли Будапешт. Хотя саму возможность встречи никто публично не подтверждал, а не публично уже даже отверг. Скорее всего, такого рода заявления вызваны желанием европейских лидеров Дональда Трампа поддержать в его попытках перепутинить Путина, развести разводилу. Просто чтобы Трамп не выглядел одиноким безумцем,
который в одиночку заставляет всех верить, что вот-вот будет встреча, которая, очевидно, никем не готовится и маловероятно, что состоится. Тут на полях надо сказать словечко о том, что будет, если встреча все-таки будет. К сожалению, увидев все, что мы видели, стоит признать, встреча на 2 с Зеленским, на 3 с Трампом, на 10 со всем Евросоюзом сейчас не значит вообще ничего. Мы допускаем, пусть небольшую, но вероятность, что Путин решит таки съездить на такую встречу. Что он с большой помпой приедет в Европу, покрасуется, поразвлекается, с большой радостью всем потреплет нервы, покомпостирует мозги, рассказывает про печенегов и половцев, про Украину, которую создал Ленин, а затем с не меньшим удовольствием уедет. Только в этом году Путин уже несколько раз проворачивал такие фокусы, когда максимально пафосное событие не сводилось до дешевого издевательства. Так было с Трампом на Аляске, так было в мае на ночной пресс-конференции. Поездка в Европу и встреча с Зеленским совершенно не обязательно из этого ряда как-то выйдет. Когда-нибудь, видимо, Дональд Трамп придет к идее, что Путину нужно не в глаза заглядывать, а деньги отбирать. Это, конечно, не факт, что поможет, но заглядывать в глаза-то точно нет. А до тех пор, пока не пришел, Путин с радостью повеселится на любой вечеринке за чужой счет. Сомневаюсь, что это в кассу нашим зрителям, но вспомним произошедшее весной. Каждый раз в период реставрации переговорного процесса и возникновения ни на чем не основанного оптимизма отдельные граждане могут решить поиграть с российским государством. Могут решить, что сейчас все со всеми вот-вот помирятся, а значит, нужно успеть добежать до военкомата, когда воевать уже будет не надо, а по 3 миллиона раздавать продолжат. Всякий раз в такие моменты встают очереди желающих подписать контракт, что для Путина приятный бонус от запудривания мозгов. На всякий случай напоминаю, ни в коем случае так делать не нужно! Никогда еще никто с российским государством на деньги не выиграл. Те, кто решил сыграть весной, уже в могиле. Не следуйте их примеру. Балабольство про мир бесплатное, а за такие решения, на этом балабольстве основанные, вы заплатите жизнью. До завтра.